Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я, Виталий Новиков. Несколько лет назад собирал я вот такую модель. Это бумеранг в 72 масштабе от фирмы Звезда. Добавлял скатки, обвес, с косяками, правда, вот смотровую закрыл, к примеру. Ну да ладно теперь уже, сейчас это не важно. Башня печатная, бережок. Есть и родная, вот она. Она мне тоже пригодится здесь. Колеса тоже менял на печатные. И тоже есть родные, и они мне тоже будут здесь нужны. А еще водометы ставил другие. И наборные тоже есть, естественно. Все это мне понадобится в моей диораме в этом ролике. Антенна вот поломана, жуть. Вот и начну как раз с нее. Восстанавливаю из вытянутого разогретого литника, от модели какой-то. Крашу и одновременно грунтую черным грунтом. Клею нежно на место свое. Дальше мне понадобится провод. Есть вот такая пачка у меня разного диаметра. На глаз выбираю мне нужный. Вы вообще догадались, что я делаю? Вообще для чего это нужно все? Есть у меня еще пульт дистанционного управления, такого советского образца. Сверлю и в нем отверстие. Крашу кнопки управления разными цветами. Еще одна декорация появляется в фильме моем. Это верстак. Заниматься я им начал 3 года назад. Вот 3 года назад я его загрунтовал, покрасил серебрянкой, нанес жидкость для сколов и сверху задул синей краской. И прям интересно, спустя 3 года жидкость будет работать? Проверю. Намочил ушную палку водой и тру верстак. Ушная синеет, значит краска стирается, но процесс будет долгим, похоже. Продолжаю процесс уже с кистью с жесткой щетиной.
Вот такой очень рабочий верстак получился у меня. Пока работу с ним поставлю на паузу. Подставка для диорамы. Очень важная вещь. Пол на диораме будет деревянным. Ну так что можно придумать лучше, как имитировать деревянный пол деревом. Закрыл скотчем части подставки, которые нужно оставить такими, которыми они есть изначально. Теперь буду расчерчивать половые доски. Нужна мне длинная металлическая линейка и двусторонний скотч, чтобы приклеить временные подставки. Теперь скрайбером расчерчиваю линии. Загрунтовал из баллона серым цветом. Дальше залил также из баллона. Ну, чем было, тем и залил, если честно. Я баллонами вообще редко пользуюсь, но тут поверхность большая, это быстро. Между досками прошелся еще одним цветом из набора дерева от АК. Перед следующим шагом мне нужно понимать, где будет стоять верстак. Ну вот здесь и будет. В месте, где стоит верстак, прокрасил пол серым цветом. Ну и кое-где между досок. Специальной жидкостью для сколов прохожусь в тех местах, где потом верхний слой краски нужно будет убрать. Дал жидкости высохнуть и задул подставку последним слоем красного оттенка. Теперь намоченной водой ушной палочкой убираю верхний слой краски между досок. Промежуточный итог. А теперь и у верстака. Такое ощущение, как будто кто-то задом сел на не высохшую краску. Покрыл подставку глянцевым лаком. Доски прибивают гвоздями. Беру пластиковые прутки разного диаметра и выбираю нужный.
Надсверливаю отверстие и вклеиваю туда кусочки прутка. Покрасил их стальным цветом и смывочки темной еще туда для грязи. Между досок смывочки и верстачок тоже. Излишки убираю white спиритом. На верстак наношу пигменты металлического цвета. Стол-верстак готов, устанавливаю его на свое место. Заодно примерю и всех остальных, ну чисто для понимания, конечно. Расставляю реквизит по своим местам. Фигуры. Фигуры напечатанные. Изначально выглядели вот так. Пульт. Он верстачок вон. И еще очки. Поддержки мне не нужны, я их удаляю. Загрунтовал. Красил их не я. Красил профессиональный художник, и скрывать я это не буду. В очках просверливаю отверстие для веревки, которая их на шее держит. Вместо веревки использую провод, ну, как вы поняли, наверное. Оправу нужно покрасить. Стекла заделываю маскировочной пленкой.
Грунтую черным грунтом, ну, чтобы не красить потом еще раз. Заливаю глянцевым лаком. Очки нацепил, пульт внедрил, теперь шпунтика ставлю на место. А вот с винтом коллапс произошел, просто оторвалась голова, внутри не застывший полимер. Засада полная, конечно. Положил его под лампу. Ну, полимер вроде застыл. Надо прикрутить голову на место. Голову поставил, но шрам-то остался. Самое простое было это навязать ему шарфик. Вот такой. Сделал из салфетки обыкновенной. Ну и все, можно ставить на место. И моя веселая диорама закончена. Ну вот потешная такая. Ну вот захотелось и сделал что-то детское и смешное. А на этом на сегодня все. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.